Всем привет! Вы на канале Дневник путешественника, где мы делимся с вами своими отзывами об отелях. И до того, как начнется активный сезон бронирования Хургады в Египте, мы решили поехать на инспекцию нескольких отелей. Сегодня предлагаем вам познакомиться с отелем Sunrise Aqua Joy Resort. Это четырехзвездочный отель сети одноименной Sunrise. Ранее он 100% уже был известен вам как отель сети Хаваи. Отель после передачи в сеть Sunrise начал проводить реновацию по всей территории, не только номерной фонд, поэтому очень было интересно на него посмотреть. Сейчас вы видите лобби отеля. В лобби уже сделали частичную реновацию, полностью заменили мебель для гостей. Здесь вы можете как пройти резервацию чек-ин, так и ознакомиться со всей информацией об отеле, а также зарегистрироваться в а-ля карт рестораны. Очень приятно видеть, что здесь делается ремонт. Очень приятно видеть, что вся мебель чистая, в отличие, допустим, от отеля Sunrise Rimal 4 звезды, который мы инспектировали в апреле. Сейчас вы видите лобби-бар, полностью обновленный. Работает он каждый день с 10 до 12. Ночью сервируют алкогольные и безалкогольные напитки абсолютно бесплатно. После 12 ночи за дополнительную плату. А также алкогольные напитки, привезенные из других стран, также сервируются бесплатно. Если вы подниметесь отсюда на второй этаж, вы попадете в основной ресторан, где сервируются завтраки, обеды и ужины, а также в несколько а-ля карт ресторанов. Обязательно позже покажем вам выбор еды в основном ресторане. А-ля карт рестораны вы можете посещать бесплатно один раз при проживании от 7 дней по предварительной резервации. Здесь есть небольшая зона для чила. В основном здесь проводят встречи гиды, так как здесь достаточно тихо и приятно. Сейчас у нас январь 26 года. И помимо того, что мы проверяем, как выглядит отель, мы еще проверяем с вами погоду. В целом днем погода очень классная, солнышко припекает, и уже за час можно успеть обгореть. Но ветер действительно чувствуется, даже несмотря на то, что основная часть территории закрыта двумя корпусами от ветра, а также зеленью. Проводится реновация не только основных номеров, которые расположены в ближайших к ресепшену корпусах. Ну и далее я вам покажу свимап-румы с выходом к своим бассейнам, которые будут заселять только людей 16+. Здесь проводится вечерняя анимация, достаточно такие обычные, как для египетских отелей, но тем не менее вечером есть чем заняться. Далее по территории отеля расположен основной бассейн, он подогревается в зимний период. К сожалению, конкретно сейчас проходит реновация, обещают закончить ее до конца января, но я бы смело бронировала, наверное, себе номера именно после 1 марта, чтобы 100% быть уверенным в том, что вся территория будет обновлена. И живя в комнатах с видом частичным на море и на основной бассейн, не слушать ремонтные работы. Потому что если сейчас приехать сюда с детками, вы обязательно днем будете слушать весь этот гул, шум, несмотря на то, что отель заявляет, что здесь на самом деле не проводятся шумные работы. Далее по территории также расположены дополнительные бассейны, один из которых только для взрослых. Есть еще один подогреваемый бассейн, аквапарк. В принципе, отель сам заявляет, что все бассейны подогреваются, но, как по мне, подогревается не больше 3, потому что разница температуры очень даже ощущается. Здесь же расположен а-ля карт греческой кухни, откуда открывается потрясающий вид на море. Его я вам тоже вечером позже обязательно сниму.
Здесь вот один бассейн вы видите, который переходит в бассейн с детскими горками. Горки работают практически целый день с перерывом на обед. Горки достаточно качественные, несмотря что там местами выгорели. На отдых и развлечение детей это абсолютно никак не влияет. Глубина бассейна возле горок 120 сантиметров, поэтому он даже просто на солнце вполне себе может очень хорошо прогреваться, в том числе в зимний период. На той стороне мы видим свимап-румы. Они тоже проходят реновацию и обещают ее закончить до конца марта. Постоянно, в течение всего дня, хочу на это обратить особенно внимание, проводится какая-то стрижка газона, постоянно перемывают полы, чтобы было чисто, постоянно стараются очень сильно поддерживать чистоту в отеле, даже учитывая тот факт, что здесь проводятся ремонтные работы, поэтому даже по отзывам людей, которые сейчас отдыхают, им это не так сильно мешает отдыхать, если вам днем не нужно пользоваться номером для обеденного сна. Здесь же расположена детская комната. Здесь с детками от 3 лет занимаются всякими развлекательными играми. Также есть крытая от солнца детская площадка, что очень классно в летнее время, потому что дети не сгорят. На данный момент на бассейне Splash проводится в течение дня активная анимация. Постоянно приглашают поиграть в волейбол. И хотелось бы отметить, что здесь люди действительно с удовольствием это делают. Работает бар, в котором в том числе в обед сервируют закуски. Очень удобно, что мама может лежать у бассейна, а дети в это время находиться в детской комнате или на небольшой детской площадке. В январе-феврале отель, как правило, заселен не более чем на 50%, поэтому отдых, в принципе, считаю достаточно экономичным как на то качество, которое вы получаете, так и еще и очень уютным и уединенным. Здесь же можно в течение дня, переходя к зоне пляжа, поиграть в мини-гольф абсолютно бесплатно, хотя бы попробовать себя в этом, поиграть в настольный теннис и полежать на пляже. На пляже есть несколько разных зон. Первая из них вот с пологим заходом. Здесь, как правило, все тусуются с детками. Очень плотно стоят лежаки и очень плотно стоят сами зонтики. Поэтому здесь солнца практически даже в самый солнцепек нет вообще. Лежаки тоже везде разные. На бассейнах есть металлические уже новые. На пляже пока что используют старые деревянные лежаки, но в хорошем состоянии, рабочие, никаких нареканий на них нет, с новыми матрасами. Здесь же вы можете перейти отдельно в зону, спасибо, отдельно в зону релакса, где в море уходит длинный деревянный понтон с небольшими зонами, с небольшими закусочными, а также барами. Как правило, эту часть пляжа выбирают взрослые для своего отдыха без деток. Несмотря на то, что есть в том числе отдельная зона только для взрослых 16+. Заход в воду есть как пологий песчаный, так и более каменистый по ступенечкам на солнечной стороне пляжа. Но, тем не менее, я бы рекомендовала брать с собой коралки. Действительно, отель уютный, и я думаю, что к концу реновации, скорее всего, это будет к началу сезона в марте, он сможет предоставлять своим туристам очень высокое качество отдыха. Здесь также есть вот бар с закусочками, блинчиками, разнообразными пончиками. Можно как перекусить, так и полежать на лежаках.
И дальше перейти к бару, на котором сервируют только напитки, коктейли, кофе из автомата. Но, кстати, достаточно неплохой, несмотря на то, что это Нескафе. Если вы, скажем так, ведете себя порядочно и красиво по отношению к бармену, весь персонал, не только бармены, очень позитивно настроены. Туристам стараются угодить, сделать какие-то красивые инстаграмные коктейли, если видят, что девочки хотят провести фотосессии, максимально улучшить ваш отдых. Также сразу хочу отметить, что в течение дня сервируется отдельно для деток мороженое в неограниченном количестве. Для взрослых есть небольшие лепешечки с разными начинками на ваш выбор, что тоже очень удобно, как перекус. Дальше вы уже можете уйти в более глубокую зону. Здесь есть металлические спуски, лестницы в воду, и глубина уже гораздо больше в море, чем в этих небольших лагунках. В течение дня это все постоянно убирается, а также вот конкретно на этой зоне очень удобно делать красивые фотосессии. Как вы видите, практически пустой отель, очень много свободных лежаков. Это очень приятно, в том числе для отдыха в январе, если вам не принципиально постоянно сидеть в воде. Здесь уже есть выход в открытое море, вы можете спуститься по лестнице. Есть небольшое количество рыбок, которые можно посмотреть. И самая дальняя зона – это зона с топчанами, абсолютно бесплатными, в отличие от таких отелей, как Риксос и другие сетевые. Но она только для взрослых от 16 лет. Да, наверное, покрытие асфальтное, там эти плиты выглядят не супер красиво, но отдыхать это абсолютно никак не мешает. Здесь тихо, уединенно. Единственное, что в январе, феврале, возможно, декабре, конкретно в этой зоне, так как она уже углубляется в море, достаточно ветрено, и это чувствуется. Зато, когда прям сильный солнцепек, очень удобно здесь загорать. Вы загорите очень быстро, при этом не почувствуете ожогов. И уже дальше вы можете выйти к парковке яхт, где можно купить себе в дайвинг-центре любые экскурсии, поплыть на кораллы и посмотреть рыбок. В целом отель, я считаю, оставил прекрасное впечатление. Еще больше, мне кажется, будет улучшений с началом все-таки сезона, когда все будет доработано. Очень хорошее качественное питание, включая телятину, индюшку, большой выбор фруктов, закусок, супы. Поэтому, если этот отель продается где-то примерно за цену $1500 на двоих, отель, я считаю, абсолютно достойный. Сейчас в январе неделя на двоих, на все включено, обходится всего в $1000, поэтому на все 100 он оправдал ожидания. Sunrise Aqua Joy номер после реновации. Часть номеров до сих пор проходит реновацию, такие как свимапы. В ванной есть вся необходимая косметика, полотенца. И есть набор для приготовления чая, кофе, сейф. Все новенькое. Тапочки, халаты также дают. И, конечно же, угощают обязательно фруктами, чем-нибудь сладеньким.
Вид из номеров может быть двух типов. Один на основной бассейн и частичный вид на море. Второй все-таки на соседние здания, поэтому при выборе обращайте на это внимание. Акваджой, завтрак. Есть пита с закусочками, намазками сырными. Можно самим себе подогреть тосты. Большой выбор хлеба. Далее у вас тоже есть всякие пончики, закусочки. Печеные овощи, фалафель. Здесь есть несколько видов яиц, сосисочки. Дальше тоже картошечка. Все, чем можно, в принципе, накормить деток. Печеные томаты с сыром, тосты. Есть станция, где вам могут приготовить яичницу в любом виде с добавочками овощными. По центру зала размещаются несколько видов египетских закусок, сыры. Есть овощи маринованные, свежие салаты, донаты для деток. С этой стороны также все для приготовления салатов. Масло. То есть достаточно разнообразный завтрак, как по мне. Сыры, колбасы. Не супер высокого качества, но достаточно вкусные, не бумажные. И есть всегда на завтрак два вида супа. В нашем случае это суп с вермишелькой и молоком, то, что для самых маленьких, и овощной. Здесь также выпечка, фрукты могут меняться, они сезонные, но согласно стандартам, я бы даже сказала пятерки, есть минимум 5 видов фруктов на выбор в течение дня. Кофе из кофемашинок Nescafé. И дополнительно станция с разнообразными блинчиками, вафлями и добавками к ним.